Так, значит, хочу поделиться такой интересной новостью. Установил Entry-Nav, прокодировал ее опцией 6NS. Все заработало, все отлично. Все работает, но не работал Parktronic. То есть все нормально, по кодировкам я смотрю, все было отлично, но они не работали. Что я там не делал. В общем, все-таки по FDL кодировкой удалось устранить эту проблему. Он работает, все отлично. Кнопка и сам автоматически включается. Все отлично. Значит, что я сделал? Первое, что мы делаем, забиваем в поиск вот этот вот параметр ParkMaster. Находим его, Communication ParkMaster. Дальше мы должны, по умолчанию здесь стоит Gen 2. Мы должны выбрать Gen 1. Первый шаг. Второй шаг. Выбрали, сохранили. Второй шаг. Пишем Gateway. Gateway Table. Заходим сюда. И вот у нас здесь множество вариантов. По умолчанию здесь Table 7. Но эта коммуникация не работает с Entry-Nav. То есть она работает с оригинальной головным устройством. Она работает с NBT. Она работает с NBT EVO. Насчет SIS я не знаю, но с Entry-Nav она не работает. В случае BMW X3 F25. Что мы делаем? У нас есть два варианта рабочих. Это Table 0 и Table 1. Если мы выбираем Table 0, в таком случае у нас будет работать электронный щуп. То есть вы можете проверить уровень масла, и он будет отображаться постоянно и нормально. Будет его рабочее состояние полноценное. Но не будет отображаться информация от бортового компьютера. Я сейчас говорю о расходе фактическом. Расход на 100 километров. Запас хода не будет отображаться на информационном дисплее вашей системы Entry-Nav. Только эта информация будет доступна только на приборной панели, то есть на вашем спидометре. В случае, если вы выбираете вариант 0. Второй вариант. Table 1. Значит, в данном случае точно так же будет отображаться Parktronic, будет отлично он работать. Будет работать бортовой компьютер, то есть все показания, расход, запас хода и так далее, они будут отображаться и нормально работать. Но в данном случае не будет работать электронный щуп. То есть у вас он будет серым. Итак, все-таки, как же я добился, чтобы работал у нас нормальный электронный щуп? Я выбрал электронный щуп и Parktronic. И хотелось бы, чтобы работал, естественно, бортовой компьютер непосредственно на центральном дисплее нашего головного устройства. То есть в данном случае Entry-Nav. Что я сделал? Я все-таки выбрал вариант 0, Table 0. Сохранил, закодировал по FDL. Но отображения бортового компьютера стали доступны только после того, как я изменил приборную панель. То есть я установил приборную панель с мост-шиной и подключил мост-шину к головному устройству, то есть к Entry-Nav. После этого в данном случае Table 0 у нас отображалось масло, но оно и даже без мост-шины отображалось, как я уже сказал ранее. И корректно отображались параметры бортового компьютера. То есть если вы хотите, если вас устраивает просто рабочий электронный щуп, выбирайте Table 0, будет работать электронный щуп и будет работать Parktronic. То есть они будут отображаться. Два Parktronic. Но не будет отображаться показания бортового компьютера на дисплее Entry-Nav. В случае выбора Table 1 точно так же будут работать два Parktronic, будет работать бортовой компьютер, но не будет работать электронный щуп. Выбирайте. Вот кому пригодится, имейте в виду. Значит, еще раз говорю, что устанавливал Entry-Nav с F20 сюда, в F25.